Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же за кокетка появится рядом с вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Очень хочется покоя, очень хочется спокойствия, именно вот душевной какой-то гармонии, уравновешенности. Эмоций и страстей в вашей жизни было предостаточно. У кого-то это были бурные молодые годы, у кого-то это и сейчас продолжается, да. Хочется реально вот отключить все телефоны, хочется, чтобы никто не беспокоил. И в то же время острая нехватка любви. Это такой ваш самый главный, самый основной диагноз. Вот из-за чего еще могут быть ваши и бессонницы, и грустные мысли, да, и беспокойство, что все никак не можете устроить личную жизнь. Вот женщины вроде бы попадаются, но все не то, все не те. Те из вас, кто сейчас, да, вот проживает в каких-то отношениях, потому что это общий расклад, помним об этом. Те из вас, кто живут в гражданском либо в официальном браке, вы живете как соседи. Вот по большому случаю, да, вот это отношения, которые, я с трудом могу назвать отношениями. Это как соседи, это люди, которые не хотят приходить домой, потому что вот она там, либо же он дома находятся. Это абсолютно токсичные отношения, в которых давно ушла любовь, давно ушли страсти. Но если у кого-то даже остались вот эти вот, супружеские долги, как угодно. Но это реально уже в долг превратилось. Это так, чтобы, знаете, вот разрядиться, и то без особой охотки. Это те, кто живут в отношениях. Я вам не завидую, если честно. Вот жить в таких вот мучениях, каких-то вот моральных мучениях, я бы, конечно, и врагу не пожелала. В вашей жизни, знаете, вот дилемма может проигрываться. Также это может касаться тех, кто еще в отношениях. Уйти или остаться. Здесь могут быть моменты, когда вы не знаете, как поступить правильно. Кого-то держат дети, кого-то держит имущество, да, не хочется делить, и вы подумываете о том, чтобы просто находясь вот в одной квартире, каждый будет жить своей жизнью. Далее, ситуация выбора есть, либо же вот недавно была, и у тех, у кого нет женщины, кто разведенный, кто свободный, кто холостяк, да, но у вас еще, опять же, у некоторых осталась тяга к бывшей, особенно у кого это свежий развод был, недавний такой. Вы все никак не угомонитесь, вы все думаете вернуться, либо остаться, самому остаться. Может быть, помириться, может быть, как-то вот попытаться склеить эту разбитую чашку, но нет уверенности, что все получится и что не повторится та же ситуация. Поэтому вы колеблетесь, вы не знаете, как поступить дальше. Но то, что острая нехватка любви у всех у вас, да, то это 100%. Напишите мне в комментариях, есть такой момент или нет. Так, что еще? В вашей жизни подвисла какая-то ситуация. Опять же, у каждого это будет по-разному проигрываться. Давайте уточним. Это может быть связано с работой. У кого-то это момент, когда вы не знаете, вот, да, вроде бы на грани увольнения, либо собираетесь уйти, вы думаете, да, вот уйти или остаться, либо же вам пообещали, намекнули, да, что могут уволить, но как-то это все застопорилось. Это может быть связано, с военщиной, да, вот у некоторых, я знаю, что у меня разные категории мужчин смотрят. Это с армией может быть связано, да, вот какие-то передвижения, передислокации, что-то пошло не так, да, вот не отправили, не перевели туда, куда хотелось бы. Такой момент. На душе, вот знаете, однозначно могу сказать, что у многих из вас на душе зима и гололед. Вот зима и гололед, чувства как будто вообще заморожены. Заморожены, хотя
В душе хочется любить, быть любимым, да, вот острая нехватка любви, потому что вы, ну, довольно такой семейный человек, вы романтичный человек, вы, вот когда у вас была семья либо отношения, вы помогали, да, вот по дому, вы не стыдились никакой работы, вы с удовольствием там и с детьми там чем-то занимались, помогали, кто-то, может быть, уроки делал. Ну, то есть нет такой работы, за которую вы не брались. Это на самом деле довольно здорово, но единственное, что вот как-то тоскливо, слишком тоскливо вам сейчас. Вот холод, зима, одиночество, вот зима и гололед. Хотя вот когда-то вот вы были настолько солнечный человек, настолько вот вы вообще от природы, вы очень щедрый, вы гостеприимный, вы всегда любили какие-то посиделки с друзьями, да, вот когда семьями дружат, когда там родственники друг к другу приходят в гости. То есть это были такие вот веселые какие-то посиделки, может быть, даже вот на рыбалку вы ездили, либо там на охоту, но вы так классно проводили весело время всегда. Вот сейчас этого вам очень не хватает, да, и веселиться как-то особо и не хочется. Так, что еще у вас происходит? Смотрите, кому-то из вас вот привалит денежка, причем может привалить довольно неожиданно. Ну, я не знаю, может быть, кому-то и наследство на голову свалится с неба. Но это может быть либо неожиданная премия, неожиданно, может быть, долги кто-то вам отдаст. Давно у вас брали деньги, да, одалживали, и сейчас внезапно, нежданно-негаданно вот отдадут. У кого-то может проиграться, что... Смотрите, такой довольно неплохой момент. Те из вас, кто находится, ну, в таких вот не очень теплых отношениях с детьми, может быть, не очень часто их видите, у вас вот проигрывается, может быть, уже вот началось какое-то сближение. Либо вы чаще встречаетесь, да, либо же у вас вот реально потепление в отношениях. Потому что если вот бывают дети, которые особенно довольно взрослые, они часто принимают сторону матери. А здесь вот уже идет такое тепло и в вашу сторону. То есть здесь может еще проигрываться сближение вот именно с детьми. Вы, кстати, вот вы такой человек, который как-то вот свою жизнь не мыслите без четвероногого друга. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. У кого-то есть котики, собачки, у кого-то еще там какие-то динозаврики живут, да, в аквариумах. Ну, для вас вот именно четвероногие друзья – это ваша отдушина, это ваш надежный друг. Это ваш слушатель, когда вам плохо, да, вы можете его и потискать, кто-то там и зацеловывает этих своих друзей маленьких. Вы можете и пожаловаться, и поговорить, да, как-то по-своему. Ну, вы просто, ну, не представляете, как можно жить без животных, да, вот есть такой момент. Итак, давайте-ка будем теперь, ребятушки, разбираться, что же за женщина-кокетка появится в вашей жизни, да, довольно такой интригующий расклад будет. Что же это за женщина пришла? Ну, это женщина-мать, я бы ее назвала женщина-мать, которая имеет ребенка, которая очень такая хозяйственная, она очень домовитая, подвижная, активная, но характер непростой. Смотрите, она, в принципе, она замужняя, но вот есть что-то такое шухерное в ее характере. Она приблизительно, ну, плюс-минус, там, может быть, несколько лет вашего возраста. Она настолько бывает вот веселая, задорная, хотя у нее бывают довольно часто такие серьезные перепады настроения. Я не буду говорить, где вы пересекаетесь, потому что это общий расклад. Не хочу привязывать вас ни к каким вот именно местам. Да? У кого-то это на работе, у кого-то возле дома, может быть, она по соседству живет, еще где-то. Поэтому просто вот навскидку думайте, кому подходит такое описание. Эта женщина,
Вот она на первый взгляд, да, это семейная, ну, семейная, да, семейная пара у них, даже может быть парочка детей, но это не обязательно, да, поскольку общий расклад. Но ребенок есть однозначно, у нее хотя бы один есть. Есть собака, есть, ну, это либо же частный дом, либо же дача. У них еще есть, помимо квартиры, такой еще может быть вариант. Вот на первый взгляд эта семья очень дружная, очень классная. Вы даже бываете, периодически пересекаетесь. Ну, вы знаете ее мужа, я думаю. Вы как-то вот то ли дружите, то ли вы очень тесно там, ну, я не знаю, по-соседски, может быть, общаетесь. То есть, ну, здесь такие классные отношения. Но женщина непростая. Вот я вам скажу, она и мужа своего застраивает, и пытается вообще с окружающими периодически, вот она может на повышенных тонах разговаривать. Вот вроде бы хорошо-хорошо, потом хопа, что-то ей не понравилось, она раз повысила голос, казалось бы, да, что ну кто ты такая, ты там какая-то знакомая. Это женщина, которая, вот с одной стороны, она вроде бы такая хорошая, белая, пушистая, такая заботливая, с другой стороны, ну она кремень. У нее довольно жесткий характер, у нее довольно жесткий такой колкий язычок. Она очень активная, она очень подвижная, она такая любит очень путешествовать. Причем, знаете, она очень любит оставаться одна дома. Ну, когда все разошлись, да, вот муж, может быть, там в командировку куда-то уехал. Вот она любит отдыхать от суеты, когда все порасходились, и вот она одна, там, может быть, с котом, с собакой осталась, и вот она отдыхает. Очень уставшая морально. Не всегда может даже следить за собой, не всегда может ухаживать, потому что слишком такая домовитая, слишком занята, слишком много такой вот домашней работы, поэтому, ну, как-то она не особо стремится за собой ухаживать. Вот знаете, я всегда считала, что женщины, которые не очень за собой ухаживают, они, в принципе, себя не так уже любят. Ну и так, если по-честному. Потому что любящая себя женщина, она всегда найдет хотя бы 5-10 минут, да, чтобы там сделать макияж, маникюр и так далее. Ну, нормальные, уважающие себя женщины, они не будут показываться в каком-то неприглядном виде, да, на улице, они не будут ходить в лохмотьях по дому, да, вот в бигудях, в рваном халате. Ну вот я понимаю, что вот такие вот женщины такого типажа, да, она хорошая хозяйка, но елки-палки, найди на себя 10 минут времени в день, но это ведь, это так мало. Либо же вот бывают женщины, да, когда у них вместо маникюра у них грязь под ногтями, да. Про педикюр я вообще молчу. Ну вот я просто не представляю, как можно в таком виде выйти, да. Но опять же, знаете, вот я не могу и осуждать таких женщин. Каждый выбирает, конечно, свою жизнь, свою судьбу, но все равно как-то, вот я и сейчас обращаюсь к женщинам, я знаю, что меня смотрят и женщины, хоть и небольшой процент, но смотрят. Все равно следите за собой, девочки, ухаживайте за собой. Мальчики тоже, кстати, вы тоже ухаживайте, потому что мы, девочки, тоже любим ухоженных мальчиков, от которых благоухает таким классным одеколоном. Не тройным, конечно, одеколоном, а хорошим. Купите один, пусть это будет дорогой, брендовый, но это будет классный такой шлейфовый одеколон. Знаете, мы периодами даже влюбляемся в мужчин, от которых вкусно пахнет. Хочется прямо сожрать живьем. Ну ладно, шутки шутками. Смотрите. На чем я остановилась? Да, здравствуй, склероз называется, да? То есть я сейчас вот к женщинам обращаюсь. Всегда ухаживайте за собой. И не только когда вы куда-то идете, да, даже дома, чтобы муж, по крайней мере, видел вас. Пусть это будет какой-то легкий макияжик, там, я не знаю, стрелочки подвели, реснички подкрасили, да, не надо боевой раскрас индейца, вождя племени даю-даю, да, это не надо. Но, тем не менее, будьте всегда ухоженные, будьте всегда чисто одеты, пахните вкусно, да, вот тогда ваш мужчина захочет скушать вас, уж поверьте мне. Итак, погнали дальше.
Что же это еще за женщина, да, такая вот? Она еще и хитрушка такая, смотрите, хитрушка-врунишка. Смотрите, чем дальше я начинаю делать расклад, чем дальше я начинаю это все смотреть и рассматривать, тем больше как-то она у меня так меркнет в глазах. На первый взгляд вроде бы такая неплохая, ну да, со своими тараканами, там, со взрывным характером, может быть. Может проигрываться, что она ну, такая лгунишка. А ну-ка, с чем это связано? Вот вранье, с чем это связано? Ей в этих отношениях не так легко, как это кажется на первый взгляд. Это может быть идиллия на людях, идиллия семейной жизни. Знаете, как часто вот играют роль муж и жена, вот для других они идеальная пара. А на самом деле там трэш просто. Ну, я не скажу, что здесь трэш, но особой такой вот любви здесь нет. Это видимость семьи, это видимость любви, которой на самом деле нет. Поэтому она вот, эта женщина, она и кокетничает. Она с вами кокетничает, с другими. Потому что ей не хватает вот этой вот самой романтики, вот этих флюидов мужских не хватает. Потому что муж занятой, муж может быть связан с поездками, с какими-то вот длительными командировками, может быть, да. Ей хочется просто чувствовать себя женщиной. Вот какой бы она там ни была, там марашка, замарашка, какая угодно, но все равно ведь инстинкты наши женские никуда не денешь. Поэтому она вот может в компаниях, по-соседски, там на работе, вот она кокетничает, она флиртует с мужчинами. Она просто хочет получить вот именно мужское внимание, которого у нее не хватает дома. Поэтому обратите внимание, вот может быть в вашем окружении есть такая дама, но она замужняя. Смотрите, я не могу сказать, что она прям гулящая, она хочет изменить, потому кого-то ищет. Нет, она не гулящая. Вот этого у нее нет. Ей просто хочется, ну вот реально какого-то ощущения нужности, ощущения, что я нравлюсь мужчинам, да, ощущение того, что мужчины как-то там улыбнулись, подмигнули, среагировали. Вот этого у нее в жизни не хватает. То, что она вот врунишка, но это врунишка в таком смысле, что она не рассказывает о своих каких-то перипетиях. Да, врать по мелочевке, это я вам скажу, врут все. Вот просто все, ну если так по-честному. Вот даже если вы заметите, вы сами, в мелочах, да, по работе, там дома, где угодно. Ну нет, абсолютно таких вот белых и пушистых идеальных людей. Врут все. Она врет не потому, что вот она такая зловредная, она там такая плохая. Нет. Она не хочет, чтобы ее жалели. Она не хочет делиться особо, как ей, ну так грустно и тоскливо периодами бывает на душе. Она, вот знаете, это такое вранье во благо. Есть ложь белая, есть ложь черная. Вот у нее ложь белая. Она хочет казаться лучше, чем она есть. Она хочет казаться, даже не она, вернее, так показывает, ну, своим друзьям, приятелям даже, что у нее семья хорошая, что у нее муж хороший, да, вот она врет просто, чтобы ее не жалели, чтобы не чувствовать себя какой-то такой бедной, несчастной, да. У нее даже, я вам скажу, родственники далеко не все знают, вот как ей плохо бывает на душе. Почему ей хорошо, когда мужа нет дома? Потому что нет этого напряга. Когда рядом человек, вроде бы вот да, вроде бы мужчина есть, но он особо на нее внимания не обращает, не оказывает каких-то романтических знаков, да. Ну, то есть здесь нехватка именно мужская, такая мужского внимания, здесь нехватка именно любви. Поэтому ей классно, комфортно, когда вот его нету дома. Она тогда отдыхает душой. Здесь, смотрите, здесь, да, вот как я сказала, даже из ее близкого окружения далеко не все знают, как обстоят дела у нее дома. Поэтому вот, знаете, этот ее флирт, это такая вот своего рода, ну, какая-то замануха, да, вот замануха для самой себя. Просто чтобы обратить на себя внимание, чтобы поднять себе настроение, чтобы почувствовать себя еще женщиной.
ну, как говорят, да, вот я еще ого-го, я еще нравлюсь мужчинам в таком вот плане. А изменять она не собирается. Вот как бы ей грустно и тоскливо не было, вот она не из тех женщин, которые гуляют. Поэтому, ребята, если вот есть в вашем окружении такая женщина, ну, улыбнитесь ей в конце концов, пофлиртуйте с ней, но это не сложно, ей будет приятно. Соблазнять она вас однозначно, она не собирается. Но ей вы сделаете приятно, да, если там подмигнете, там кто-то пошутит, кто-то, может быть, просто чашечку кофе выпьет. С вас не убудется, а ей будет приятно. Вот чисто по-человечески. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!